Уважаемые коллеги, дамы и господа, рад приветствовать всех вас в Кремле. Впервые на совместной площадке собрались российские и китайские предприниматели, представители общественности, медиасообщества, все те, кто своим ежедневным трудом создает фундамент сотрудничества России и Китая в экономической, гуманитарной, научной, информационной и других сферах. Вносит реальный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами и странами. Только что завершились переговоры с председателем Си Цзиньпинем. Мы подробно обсудили состояние двусторонних связей, наметили планы на перспективу. Отмечу, что их успешная реализация зависит не только от деятельности государственных органов, но и от заинтересованного участия общественных, деловых кругов, поддержки средств массовой информации. Весомая роль здесь принадлежит Российско-Китайскому комитету дружбы, мира и развития. Объединяя политиков, бизнесменов, руководителей ведомств и регионов, деятелей культуры, дипломатов и журналистов, комитет вот уже 20 лет является одним из лидеров диалога между Китаем и Россией. В 2016 году под эгидой комитета было проведено более 100 крупных мероприятий в сфере бизнеса, культуры, инноваций, спорта, медицины, образования и других областей. На текущий год запланировано еще 180 различных инициатив. Рассчитываем, что Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития будет и впредь также творчески по-новаторскому выполнять свою важную миссию, способствовать укреплению взаимопонимания и добрососедства между народами наших государств. Активно работает на ниве народной дипломатии общества российско-китайской дружбы. Оно стало правопреемником основанного в далеком 1957 году Общества советско-китайской дружбы. И все 60 лет своего существования посвятило углублению дружеских связей между гражданами двух стран. Сплачивало вокруг себя всех тех, кому дороги близкие отношения с нашими великими соседями. Тех, кто любит и уважает богатое наследие, историю и культуру китайского народа. Сегодня общество – инициатор и организатор многих крупных совместных акций. Ведет активную работу по укреплению молодежных связей. Способствует развитию сотрудничества между регионами России и Китая. Хотел бы особо отметить и деятельность российско-китайских деловых советов и палаты по содействию торговле машинотехнической и инновационной продукцией, которые помогают крупнейшим предприятиям и объединениям наших стран налаживать повседневные связи, реализовывать инициативы в сфере несырьевого экспорта, машиностроения, трансфера технологий, инноваций. Среди них такие знаковые проекты, как Ямал-СПГ, строительство Забайкальского зернового терминала, создание индустриального комплекса по производству алюминиевой продукции в провинции Хэнань. Важно, что в нашей встрече принимают участие представители средств массовой информации и различных медиаструктур наших стран, которые вносят существенный вклад в формирование атмосферы доверия и взаимопонимания, укрепление международных позиций России и Китая. Эффективно и оперативно доносят до мировой общественности достоверную информацию о политике, экономике, истории наших стран, о жизни российских и китайских граждан. При вашем содействии уже второй год успешно реализуется масштабный межгосударственный проект Года российских и китайских средств массовой информации, в рамках которых проводятся фестивали, выставки, конференции, видеомосты. Запущено совместное производство фильмов. Сегодня дан зеленый свет созданию нового современного анимационного сериала с участием популярных российских и китайских мультипликационных персонажей. В Москве проходит третий российско-китайский медиафорум. В нем принимают участие более 120 руководителей ведущих СМИ двух стран. Из подготовленных к форуму договоренностей отмечу прежде всего соглашение о запуске вещания в текущем году в Китае телеканала «Катюша».
Это будет уже третий российский канал, доступный для китайских телезрителей. Я хочу всех вас поблагодарить за совместную работу и за внимание. 尊敬的普京总统， Уважаемый президент Путин, дамы и господа, 很高兴在这里同大家。 я очень рад нашей с вами встрече. 首先，我谨 Прежде всего, позвольте 俄罗斯人民 выразить искренне привет дружественному российскому народу. Также поприветствовать представителей Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития, представителей прессы и бизнес-кругов Китая и России. 亲切啊， Как говорится, дружбу укрепляет постоянное общение. 俄罗斯是我担任 Россия — это страна, которую я больше всего посещаю после вступления в должность председателя Китая. 中俄作为好邻居， За последние годы Китай и Россия, как добрые соседи, хорошие друзья и надежные партнеры, в духе добрососедства, дружбы и сотрудничества создали достойный образец для формирования отношений между крупными соседними государствами. 合作共赢不仅是两国人民 Долгосрочная дружба и взаимовыгодное сотрудничество — это не только исторический выбор народов двух стран, но и реальные потребности для построения открытого и толерантного мира с долгосрочным миром и всеобщим процветанием. Как бы ни изменилась внешняя обстановка, наши решимости и уверенности в развитии китайско-российских отношений остаются непоколебимым и неизменным. 今天在座的各位， Сегодня среди вас я вижу не только 传统友谊的， ведущих представителей 也有双方 традиционной дружбы Китая и России, но и молодых авангардов в практическом сотрудничестве двух стран. 期抵制领域中 На протяжении многих лет вы прилагаете активные усилия к упрочению долгосрочной дружбы наших стран, продвигаете деловое сотрудничество, 协作伙伴关系发展的 что 坚定 является твердой поддержкой в развитии китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В этом году исполняется 20 лет создания Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития. 作为中俄 За последние 20 лет комитет, как главный канал народных контактов двух стран, активно продвигает 专家 сотрудничество по линии научных кругов, специалистов, молодежи, средств массовой информации, деловых кругов, регионов, 在宣传两国世代友好理念 проделал огромную работу для освещения идей вековой дружбы, укрепления взаимного понимания между народами двух стран. 中俄全面 Тем самым 关系健康 внес весомый вклад в полнокровное, стабильное и успешное развитие наших двусторонних отношений. 今年也是 В этом году 中友好 исполняется 60 лет создания общества российско-китайской дружбы. 俄中友好 На протяжении долгих лет 友好精神 общество российско-китайской дружбы в духе дружбы к Китаю собрал целый ряд активистов разных кругов общества, 矢志不渝 неуклонно продвигает сотрудничество китайско-российского сотрудничества 青少年 в торгово-экономической, научно-технической, образовательной, культурной сферах по линии молодежи и регионов. 发挥了 Сыграла незаменимую роль в укреплении общественной и народной базы 今年还是 нашей дружбы. 交流年的 В этом году завершается год СМИ Китая и России, 交流年框架内 в рамках которого обе стороны провели больше 100 интересных мероприятий. 刚刚在莫斯科 Совсем недавно в Москве успешно прошел 中俄媒体论坛 третий медиафорум Китая и России. 媒体对话交流日益深入， Постоянно 合作领域 постоянно развивается диалог и контактов между 积极广 нашими средствами массовой информации. 中俄关系 Все это позволяет активно распространять нашу дружбу и наши отношения, укрепить взаимное понимание и дружбу между народами наших стран и повысили право голоса и влияние нашей прессы на международной арене. 中俄商边贸易额保持强劲
первом полугодии этого года китайско-российского товарооборот показал стремительный рост, углубляется деловое сотрудничество. Россия уже стала крупнейшим экспортером для Китая сырья, нефти и электропередачи, и электроэнергии. Тем временем успешно продвигается строительство газопровода по восточному маршруту, проект ИМАО-СПК, расширяется инвестиционная и финансовая кооперация. Активизируется нашего практического сотрудничества. Это позволяет нам углублять соприкосновение интересов и добиться взаимной выгоды. Эти достижения, считаю, тесно связаны с кропотливой работой наших бизнес-кругов Китая и России. Убежден, что благодаря совместным усилиям ожидается большая жизнеспособность и динамики сотрудничества в этой области. Дамы и господа, друзья, в настоящее время китайско-российские отношения вступили в наилучший период своего развития. Это является результатом долгосрочных общих усилий с обеих сторон. Как говорится, чем больше людей подкладывает хворост в костер, тем ярче будет его пламя. Рассчитываю на наши совместные усилия для продвижения китайско-российских отношений вперед. Я надеюсь на ваши дальнейшие усилия для продвижения китайско-российских отношений. И наши отношения, считаю, идут на благо не только нашим народам, а также поддержанию мира, стабильности и безопасности во всем мире. Зрелые и стабильные китайско-российские отношения отвечают не только веянию времени, но и чаяниям наших народов. Рассчитываю на вашу активную работу, на ваш разум, на вашу силу и работу. Надеюсь на ваши дальнейшие усилия для распространения китайско-российской дружбы. Считаю, что задача в этом плане остается великой и долгосрочной, не имеет себе конца. Надеюсь, что Комитет китайско-российской дружбы, мира и развития, наше общество дружбы, а также наши средства массовой информации будут использовать свои уникальные преимущества для укрепления контактов и сотрудничества между разными общественными кругами двух стран, передать большую положительную энергию для открытия новых горизонтов нашей народной дипломатии. Я рассчитываю на ваши дальнейшие усилия для продвижения практического сотрудничества. Я вижу много точек соприкосновения нашей стратегии развития. С китайским народом упорно идет по пути осуществления своей мечты о великом возрождении китайской нации, а российский народ также стремительно передвигается вперед для осуществления развития и процветания своей страны. Я надеюсь на то, что вы будете стремиться к новым успехам для углубления практического сотрудничества между нашими странами. Дамы и господа, друзья, Китай и Россия — это добрые соседи, которые объединены общие реки и горы. У нас общая граница протяженностью около 4300 километров. У нас огромные, широкие общие интересы. Давайте общими усилиями в духе эпохи прилагать наши усилия на благо осуществления нашей мечты о счастье и благополучии наших народов. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, теперь я просил бы высказаться наших присутствующих, наших коллег из различных сфер, которые уже мною были названы. Предлагаю начать господину Бондарчуку, председателю Совета по культуре Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Пожалуйста. Председатель Совета директоров кинокомпании «Ленфильм». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый председатель Си Цзиньпин, дорогие гости, друзья и коллеги от лица Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития, рад приветствовать вас здесь, в Кремле.
В последние годы развитие конструктивного сотрудничества России и Китая в рамках парадигмы «навек друзья, никогда враги» является приоритетными задачами руководства двух государств. Россия и Китай уделяют особое внимание развитию неформального взаимодействия на уровне не только государственных институтов, но и общественных организаций, компаний и простых граждан. Ключевым институтом, призванным обеспечить такое взаимодействие, является Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития. Цель деятельности комитета – способствовать развитию взаимопонимания народов России и Китая, содействовать культурному и научному обмену, развитию экономического сотрудничества, взаимодействию в сфере культуры, спорта, религии и других областей. Рабочими органами национальной части комитета являются советы комитета. 16 советов от каждой страны возглавляются представителями общественно-политических и деловых кругов. В этом году Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития отмечает свое 20-летие. И для нас очень ценно, что сегодня, в этот замечательный год, знаменательный год, представители комитета принимают главы России и Китая здесь, в Кремле. За прошлый год под эгидой комитета было реализовано более 100 российско-китайских мероприятий в таких сферах, как бизнес, культура, инновации, спорт, медицина, образование и другое. Среди них крупные форумы, конференции, кинофестивали, выставки, открытые лекции для всех желающих узнать больше о Китае. Одним из важнейших направлений работы Российско-Китайского комитета стали организация ежегодного делового форума малого и среднего бизнеса. Он проходил уже дважды, в апреле 2015 года в Пекине и в мае 2016 года в Сочи. В совокупности эти площадки собрали более 1000 предпринимателей двух стран. Третий форум пройдет в Китае в октябре 2017 года и станет отправной точкой нового проекта нашего комитета. Среди других проектов комитета прошедший в Китае форум трансграничной и электронной торговли, в котором приняли участие более 300 китайских и российских компаний, заинтересованных в развитии современных и эффективных каналов торговли между нашими странами. Российский китайский форум инвестиций в инновации, собравший различные венчурные фонды и частных инвесторов двух стран. Проходили фитнес-марафоны для китайских студентов в Пекине и Харбине, собравшие более 8000 студентов на открытых площадках. Культурные обмены в рамках Пекинского музыкального фестиваля, в частности, выступление хора турецкого в Пекине. Спортивный форум партнерства в спорте, прошедший этой весной в Пекине. Мы также ведем работу по распространению российско-китайских студенческих бизнес-инкубаторов. Первый такой бизнес-инкубатор был открыт 30 июня 2016 года в Хабаровске. В 2017 году российские китайские студенческие бизнес-инкубаторы будут открыты в Ульяновске, Екатеринбурге, Москве и Уфе. В этом году в наших планах 180 различных проектов, затрагивающих все сферы динамично развивающихся отношений между Россией и Китаем. В планах комитета развитие культурных и деловых связей, стимулирование спортивных обменов, обмен опытом и образовательной, медицинской и социальной сфере. Комитетом ведется активная работа по выводу российских музыкальных и художественных коллективов на китайский рынок. Также в планах стоит открытие Советом по здоровому образу жизни постоянно действующего китайского дома на территории ВДНХ в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Советом по медицине комитета было подписано 4-стороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве по созданию международного лечебно-оздоровительного центра «Один пояс, один путь». Дальнейшая работа Совета по делам инвалидов будет направлена на консолидацию усилий в обмен опытом российской и китайской сторон в вопросах подготовки к зимним паралимпийским играм в Пекине в 2022 году. Так, китайские коллеги поддержали позицию российской стороны о необходимости возврата российских спортсменов с инвалидностью в паралимпийскую семью. А мы, в свою очередь, поддерживаем выдвижение руководителя Федерации инвалидов Китая, ее заместителя и председателя Совета по делам инвалидов на должность президента и члена правления Международного паралимпийского комитета. Мы убеждены, главная задача Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития – находить и развивать возможности для все новых и новых контактов наших граждан. Если какие-то вопросы сложно решить путем прямых переговоров государственных служащих, то приблизиться к их решению можно методами народной дипломатии, путем кропотливой двусторонней работы заинтересованных представителей общества и бизнеса. Спасибо за внимание. Спасибо большое.
Благодарю вас. Слово председателю Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития господину Дайбингу. Уважаемый представитель Си Цзиньпин, уважаемый президент Путин, дамы и господа, друзья. Прежде всего, позвольте искренне поблагодарить наших глав государств за эту встречу. Как я помню, наверное, наши глава государства специально встречаются с представителем нашего комитета, с представителями СМИ и предпринимателей. Это первый раз в развитии китайско-российских отношений. Бессомненно, это имеет большое и только и душевное значение. Для нас это большая честь. Думаю, что это также значительно вдохновляет тех, кто участвует в китайско-российской дружбе и сотрудничестве. В этом году исполняется 20-летие нашего комитета. Благодаря заботе и поддержке наших глав государств при общих усилиях в рамках нашего комитета мы уже создали 16 советов, в состав которых входит несколько сотен известных деятелей разных кругов общества. Расширяется охват нашего комитета в сотрудничестве обеих сторон. Повышается наш комитет уже стал самым представительным и влиятельным народной организацией между нашими странами. Как главный канал китайско-российской народной дипломатии, наш комитет и все члены нашего комитета, мы будем сохранять приверженность к нашим исходным целям для упрочения и углубления традиционной китайско-российской дружбы. И за прошедшие 20 лет можно сказать, что наше стратегическое взаимодействие выдержало разных испытаний и становится достойным образцом в выстраивании межгосударственных отношений, особенно в частности отношений между державами. Есть такое мнение, что китайско-российские отношения не имеют вершину, имеют только новые высоты. Недавно я смотрел по телевизору о том, что один москвич сказал нашим телеканалам о том, что наши отношения достаточно хорошие, но еще нуждаются в улучшении. Я тоже вижу народную дипломатию как важную органическую составляющую в наших двусторонних отношениях. И с этой точки зрения китайская часть нашего комитета, готовая в соответствии с указанием наших глав государств, вместе с членами российской части, а также я буду вместе с моим коллегом Касимом Титовым прилагать больше усилий для усиления идей между нами, как говорится, навеки друзья, некогда враги, стремиться к формированию идей общего сообщества единой судьбы Китая и России для постоянного расширения нашей народной дипломатии вперед, на благо развития наших двусторонних отношений, на благо наших народов. Еще раз сердечно благодарю вас, представитель Си Цзиньпин и президент Путин, за эту встречу. Благодарю за внимание. Всем хорошо известно, насколько эффективно развиваются наши торгово-экономические связи, и текущие торговые операции растут, и мы осуществляем крупные проекты в самых разных областях, и в космической сфере, в самолетостроении, ну и в энергетике, конечно, которая является одним из ключевых направлений нашего взаимодействия. Слово господину Михельсону, члену Российско-Китайского делового совета, председателю управления акционерного общества «Новатэк». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый господин председатель Си Цзиньпин, благодарю за предоставленную возможность выступить на этом событии. Крупнейший совместный российский-китайский проект Ямал-СПГ мощностью 16,5 миллионов тонн
реализуется «Новатэком» совместно с CNPC, фондовым «Шелковым пути», а также французской компанией «Тоталь». Уже идут пусконаладочные работы на первой линии. Планируем начать производство в конце этого года. В 2018-2019 годах будет осуществлен запуск второй и третьей очереди проекта. С выходом проекта на полную мощность Россия поднимется с 9 на 5 место в мире по объемам производства СПГ. Хотел бы выразить большую благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович, и вам, уважаемый господин председатель Си Цзиньпинь, за поддержку этого проекта, особенно своевременную в условиях непростой политической конъюнктуры. Предоставление российско-китайского финансирования позволило реализовать проект в заданные сроки. Сегодня многие страны смещают приоритет в своих энергобалансах в сторону газа из-за его экологических характеристик и сегодняшней конкурентной цены. Меняется структура газового рынка, СПГ играет все большую роль в поставках. Прогнозируется, в последующие 15 лет рынок природного газа увеличится в 1,5 раза, а рынок СПГ в 2 раза. Лидером роста потребления, безусловно, будет являться Азиатско-Тихоокеанский регион. В рамках распоряжения правительства «Новатэк» приступил к проектированию следующего проекта «Арктик СПГ-2» на Гаданском полуострове. Совокупная мощность Ямал-СПГ и Арктик-СПГ составит порядка 35 миллионов тонн, что сопоставимо половине текущего объема СПГ Катара. Потенциал ресурсной базы данного региона позволит осуществлять и последующие проекты. Более короткое транспортное плечо и низкая себестоимость добычи на Ямале и Гадане дают российскому СПГ неоспоримые преимущества при поставках в страны АТР и Китая. Длительность рейса газовоза с Ямала в страны АТР по Северному морскому пути составляет в среднем 16 дней, в то время как поставки СПГ из США занимают 23 дня. В настоящее время правительство Российской Федерации работает над созданием необходимой инфраструктуры, позволяющей обеспечить круглогодичную навигацию по Северному морскому пути. Мы полагаем, что доля газа в энергобалансе Китая будет расти и российским СПГ, и займет в нем важное место. Рассчитываем на дальнейшее успешное партнерство с Китаем в сфере СПГ. Спасибо за внимание. Председатель Китайско-Российского делового совета господин Жень Хуньбин. Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, уважаемый президент Путин, я представляю китайскую машинно-промышленную корпорацию, председатель правления, которая меня посещает честь представить деловые советы и докладывать перед вами. Благодаря вашим стратегическим руководством, господин президент, господин председатель, наш деловой совет хорошо проведет огромную работу для выяснения проблем, с которыми сталкиваются наши предприниматели в процессе сотрудничества, и мы стремимся к созданию благоприятной среды для них сотрудничества. И между Китаем и Россией наблюдается большое взаимодополнение в деловом сотрудничестве, и наши предприятия имели хорошее сотрудничество, и результатов сотрудничества в сфере электроэнергии и в химической промышленности. И наш товарооборот в этом году по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 26,3%. Наш деловой совет, как главная площадка общения между нашими бизнес-кругами, мы будем концентрировать наше внимание на развитии в сфере производственной мощности, в сфере энергетики и по upstream, и по downstream, а также по передаче собственных технологий
будем стремиться к активизации финансовых услуг, способствовать обмену между нашими финансовыми структурами в финансировании, в расчетах в национальных валютах, в свопах национальных валют, чтобы для повышения качества нашего сотрудничества, для повышения его эффективности. Мы настроены на создание лучшего инвестиционного климата, для создания регулярных встреч, для создания механизма регулярных встреч между бизнес-кругами Китая и России, создать более эффективную площадку для их общения. Что касается будущего, мы готовы в соответствии с указанием наших глав государств вместе с российскими коллегами играть нашу роль как связующего моста для упрочения взаимного понимания и доверия между нашими бизнесменами, а также в процессе сопряжения Один+1+ ЕС содействовать развитию торгово-экономической связи на более высоком уровне для обогащения содержания китайско-российского стратегического партнерства. Благодарю за внимание. Ну и, наконец, третья важнейшая сфера нашего взаимодействия, представленная коллегами сегодня здесь, это средства массовой информации, сотрудничество в этой области. Слово Симонян Маргарите Симоновне, главному редактору телеканала Russia Today. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый председатель Си Цзиньпин, здорово видеть вас в Москве, в Кремле, и здорово видеть вас вместе. Огромная честь для меня выступать сегодня перед лидерами наших стран, перед представителями крупнейших СМИ наших стран. Я поздравляю Константина Львовича Эрнста, который сегодня успешно запустил еще один российский телеканал в Китае. Мы это много сегодня обсуждали. Сегодня было подписано еще 18 соглашений между нашими СМИ. И трудно переоценить, как важно именно сейчас российским и китайским СМИ на международной арене работать вместе. Почему это важно? Потому что мы живем в уникальные времена, когда пресса, так называемая четвертая власть, в разных странах пытается стать, а иногда становится властью первой, задает правила игры, управляет общественным мнением, меняет не просто отношение людей к тому или иному лидеру и государству, а меняет даже ценности, присущие целым обществам. Четвертую власть никто не избирал, ей не давали полномочий решать судьбы людей, а иногда целых народов. Но, тем не менее, она это делает, и эффект от ее работы часто бывает значительнее, чем от любой армии мира. Ни одна война в последние годы не начиналась без мощной артиллерийской поддержки мировой прессы, ни одно сражение не давалось без предварительной точечной бомбардировки телевидением, радио, газетами и онлайн-ресурсами. Пресса меняет судьбы людей, пресса в одночасье делает никому неизвестного, ничем особенным, непримечательного человека, такого как, например, Барак Обама, героем целого поколения. Или наоборот, героя целого поколения, такого как, например, Джулиан Ассанж, делает изгоем и маргиналом. Пресса может менять судьбы целых народов, глав государств, иногда и границы государств. К примеру, Косово никогда не было бы возможно без однобокого и тенденциозного освещения всей, без исключения мировой прессы, так называемым мейнстримом югославского конфликта. Власть прессы, которая иногда бывает безграничной, может быть употреблена во благо, когда мы спасаем невинных, боремся с несправедливостью, с тиранией, с коррупцией, с другими общими мировыми пороками. А может быть и часто бывает употребляема во вред, когда пресса обслуживает агрессивную внешнюю политику тех или иных стран, вовремя разрисовывает внешнюю политику соответствующими картинками. Вот одна из таких картинок, все помнят мальчика Амрана, который стал символом так называемых зверств Асада. Это фото тиражировал, оно было на обложках всех мировых СМИ, его тиражировал весь мейнстрим. Ну, конечно, кто же не пожалеет извлеченного из-под завалов мальчика, который весь в крови и в копоти. Мы почти месяц назад разыскали семью этого мальчика. Его отец поддерживает Асада. Он рассказал нам страшную историю о том, как печально известная гуманитарная организация буквально выхватила у него ребенка, не давая оказать ребенку первую помощь для того, чтобы сделать эти снимки и отдать их журналистам. И его никто не слышит. Конечно, мало стран в мире становятся жертвами подобных информационных атак, настоящего информационного терроризма, не побоюсь этого слова, так часто и так жестоко, как наши с вами страны Россия и Китай.
Фейковые новости стали западней, в нее попадают миллионы людей, привыкшие доверять крупным медийным именам, которым давным-давно нельзя доверять. Откровенное вранье, которое раньше было уделом бульварных газет, теперь тиражируется уважаемыми СМИ, и с их страниц переносится в уста свежеиспеченных мировых лидеров. Это удобно всем, и прессе, которая это делает, и лидерам. Один из примеров, вот новый президент Франции Макрон, его штаб все время обвиняют нас, наш телеканал и агентство «Rush Today» и «Спутник» в распространении фейков о Макроне, приводят конкретные примеры этих фейков, только мы их никогда не публиковали. Этого просто не было. Но это уже никого не интересует. По-русски это называется «перевести стрелки». Такая же похожая история была с перепиской Хиллари Клинтон, когда никого уже в мейнстриме не интересовало, о чем была переписка и какой свет она проливает на внутриполитическую кухню в США, а интересовало тоже, кто же это слил, наверное, это русские хакеры. В таких условиях мы с вами просто обязаны держаться друг друга. Это даже не вопрос просто сотрудничества, это вопрос выживания нас, наших ресурсов, ваших ресурсов, как ресурсов, отличных от мейнстрима. По пальцам можно пересчитать международные информационные каналы, которые способны рассказать правду про мальчика Амрана, например, про условного мальчика Амрана. Мы фактически в одиночку противостоим мощнейшей армии западной мейнстримной журналистики. И, конечно, мы должны помогать друг другу. Мир, где все поют хором одну песню и не слышат других голосов и других песен, это опасный мир. Это мир, где под громкое улюлюканье этой же прессы мейнстримные бомбят Ирак, Ливию, Сирию, создают то Аль-Каиду, то ИГИЛ, потом сами этому ужасаются. Наша страна не раз предлагала Западу вместе бороться с терроризмом в Сирии и во всем мире. Запад не хочет вместе. Давайте мы в нашей сфере, в нашей отрасли не будем повторять эту ошибку. Сегодня мы предлагаем вам, нашим китайским коллегам, вместе бороться с терроризмом информационным. У нас есть огромное поле для объединения этих усилий, и это поле непаханное. Сегодня китайские телеканалы доступны для всех россиян. Любой человек, если хочет, может их смотреть хоть сутки напролет. Российские телеканалы в Китае по-прежнему доступны только для иностранцев в отдельных гостиницах и компаундах, недоступны для, собственно, китайцев, для простых граждан вашей страны. Это вопрос доверия. Мы со своей стороны готовы сделать все, что китайская сторона сочтет необходимым для укрепления этого доверия, для того, чтобы наше вещание стало доступно в Китае так же, как китайское вещание сейчас доступно у нас в России. Второе. Уже сегодня мы открыли доступ к нашим видеоматериалам, и огромное количество китайских СМИ регулярно используют их в своей работе. Мы предлагаем руководству Китая информировать все СМИ Китая о такой возможности. И сегодня мы заявляем, что мы готовы обеспечить новостными материалами высочайшего качества, документальными фильмами и другими нашими продуктами все китайские СМИ без исключения, и мы сделаем это бесплатно. Третье. И последнее. Мы хотим, чтобы в мире становилось больше качественных СМИ, противостоящих однобокому мейнстриму. Мы готовы помогать вашим журналистам, если это нужно, строить такие СМИ. Мы уже принимали у себя на стажировку китайских коллег. Мы готовы кратно усилить эту работу, сделать ее постоянной. Ваши коллеги, например, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Джан Цзиньцзян, посещал нас недавно. Они много раз говорили нам, что считают работу и успех нашего телеканала примером для китайского вещания. Мы готовы поделиться этим успехом, обучить ваших журналистов и прислать своих журналистов к вам, чтобы перенять ваш опыт, потому что мы уверены, что ваш опыт тоже пригодится нам и будет полезен. Трудно переоценить необходимость укреплять новые голоса в мире международной информации. С нами борются, будут бороться еще жестче, а мы в ответ должны, наверное, становиться крепче, держаться друг друга. Мы со своей стороны к этому готовы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, уважаемый господин Симоньян. Очень убедительно, на мой взгляд. И сейчас слово нашему китайскому коллеге, господину Хуан Куньмину. Пожалуйста. Уважаемый представитель Си Цзиньпин, уважаемый президент Путин, уважаемые коллеги и друзья, в новых условиях считаю, что наши главы государства уделяют большое внимание развитию отношений между нашими СМИ, лично продвигать этот процесс, а также лично заявил о начале годов СМИ Китая и России, также присутствую в совместном мероприятий по освещению репортеров наших стран. И в вашем присутствии было подписано много профильных соглашений между нашими средствами массовой информации
мы видим следующие результаты. Во-первых, мы создали эффективный механизм сотрудничества. И наши соответствующие министерства и ведомства хорошо реализуют договоренности, достигнутые между главами государств, расширяет сотрудничество и улучшает механизм взаимодействия. Создали многообразные площадки для сотрудничества. Речи, в частности, мы 3 года подряд успешно проведем наш медиафорум, и мы направляем делегации наших журналистов друг к другу для освещения достижений обеих сторон. За последние 2 года наши СМИ развивали сотрудничество по 189 проектов в, соответственно, 10 направлениях. Были достигнуты хорошие результаты. Например, показ нашего документального форума в телеканале Russia Today, который получил большую популярность среди российского населения. Мы запустили новое приложение «Россия-Китай главное». Также был успешно запущен российский телеканал в Китае «Катюша». Считаю, что сегодняшняя встреча наших глав государств с нами отражает большие ожидания от нас. В дальнейшем сотрудничестве мы готовы по случаю этой встречи и дальше в духе совместной выгоды и душевных контактов кропотливо продвигать усилия и работать вместе на благо перспектив наших двусторонних отношений. Благодарю за внимание. Дорогие друзья, протокольные рамки нашей сегодняшней работы и напряженный график председателя Си Цзиньпина не дают нам возможность углубляться в деятельность каждого из этих направлений, хотя любой из них представляет огромное значение, огромный интерес для нашего взаимодействия. И бизнес, и гуманитарные связи в целом, культура и, конечно, средства массовой информации. Но мы только прикоснулись к каждой из этих тем и хотели подчеркнуть, насколько важно каждое из этих направлений. Без вашей активной работы, конечно, сотрудничество наших стран не будет полноценным и не принесет тех результатов, которые ожидают от нас народа России и Китая. Я хочу вас поблагодарить за эту напряженную работу, деятельность и пожелать вам новых успехов. Уважаемые коллеги, я внимательно выслушал ваше представительное и душевное выступление. Я этим очень тронут. Я надеюсь, что вы будете прилагать усилия и дальше на своих рабочих местах, прилагать усилия для углубления китайско-российского всеобъемлющего взаимодействия. Комитет китайско-российской дружбы, российского сотрудничества, а также наше общество китайско-российской дружбы, я тоже рассчитываю, что вы будете и дальше продвигать сотрудничество. И я тоже ожидаю от наших представителей средств массовой информации в более активное освещение достижения Китая и России, повышение вашего права голоса на международной арене. И наши бизнесмены, я считаю, что вам следовало бы использовать хорошие возможности для активизации сотрудничества. Я уверен, что в этих условиях мы ожидаем все больше и лучше развития китайско-российских отношений, которое принесет нам больше реальных результатов населения. Спасибо большое.